Тут еще есть одна интересная штука. Через парочку километров туда в горы, вон туда как раз, уходит дорога, которая, если смотреть по карте, ведет вроде бы никуда. Вот такая вот живописная дорога ведет меня вон туда, в высоченные горы. Все туда вот куда-то чуть-чуть правее и вверх по прямой. Ну, конечно же, нужно туда поехать и посмотреть. Даже если дорога ведет в никуда, до тех пор, пока она будет проезжабельна, я буду туда ехать. Ну, потому что водопады, потому что перевалы, потому что ущелья и все такое. Это же красиво. Я заправился, взял с собой немножко еды. Поехали. Дорога здесь потрясающая. По пути подцепил польских, так сказать, путешественников, которые автостопом путешествуют с рюкзаками. Отвез их до первой тут базы, до первого водопада. Но я сам хочу, пока светло, пока день, доехать до конца этой дороги. Как минимум до речки Дарын доехать. Ну и посмотреть, чем там дорога заканчивается. Потому что такое шикарное ущелье, такая шикарная обслуженная дорога. И по карте практически ни одного населенного пункта. Наверняка там что-нибудь добывают или что-нибудь еще. Ну и наверняка по пути будет огромное количество вот таких вот умопомрачительных видов. Только посмотрите, какой здесь видок. Обалдеть! И нету никого, кроме меня и грузовиков, которые возят штуку. Судя по всему, сейчас начнется все самое интересное. Вон там, если посмотреть на карте, видите, мы приближаемся к такому меандру, к зигзагу. Видимо, сейчас будем забираться вот туда, вот на самый верх, на перевал. Это потрясающе круто выглядит. Тут еще и солнце вылезло. Вот там, видите, машина едет. Вот там вот ползет машина. КамАЗ, который меня обгонял. И вот туда, вот на самый наверх, на перевал, туда заберемся. Надо посмотреть, какая здесь высота. О, мы уже на 2760 метров над уровнем моря. Вот оттуда вот по дороге я забрался вот сюда. Я сейчас только что посмотрел данные GPS. Вот это место, это 2800 метров над уровнем моря. И передо мной лежит серпантин, который поднимается туда на перевал. И вот он, этот серпантин. Вот, представляете? Вот так вот, вот так, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. И вот туда аж на самый верх. А дальше по карте дорога идет налево. И похоже, что вот там, вот если меня глаза не обманывают, вот там вот за горой, видите, столбы. То есть дорога куда-то, видимо, еще туда уходит, что ли. А может быть еще выше, потому что гора, вон, смотрите, какая высоченная. А там вообще вон снег. Ну как отказаться от такого и не поехать туда и не посмотреть, что же там? Тем более, что на карте ничего не обозначено. Вернее, на карте обозначено, что там перевал и все такое. Но я, честно говоря, даже не смотрел. Ведь лучше все-таки своими глазами. А посмотрите, какие тут скалы. Вот эти вот елки и огромная осыпь камней. Вон их там сколько насыпалось. А вон там сколько. Обалдеть. Там вот что-то написано. Целый стенд. Но это мы посмотрим позже. Здесь какое-то заброшенное здание. Не одно. То есть здесь было, я не знаю, какое-то хозяйство, что ли. Вот такой вот домик. Потом что-то напоминающее казарму. Потом вот еще один домик, еще один домик. Там похоже, что это было КПП, а не остановка. Потому что, ну смотрите, сзади ступеньки. Такое вот полукруглое стекло.
То есть, когда-то раньше, видимо, просто так сюда было не проехать. Может быть, там что-то было какое-то эгегей и ого-го. А здесь, смотрите, вон оттуда сверху эта река течет. Вот оттуда сплошным потоком через камни льется и дальше вот туда утекает. Обалдеть можно. А там поверху, смотрите, столбы высоковолтки стоят. Интересно, как их ставили. Это ж надо было туда как-то добраться, чтобы все это поставить. Все это туда поднять, завести и все такое. Здесь вон кони пасутся. Значит, где-то, видимо, рядом жилье есть, что ли. Или их сюда как, привезли? Короче, вопросы. Ну да ладно, надо вот уже ехать, потому что, ну ведь стемнеет потом. Потом ведь обратно ехать. Там дорога никуда дальше не выходит. Придется возвращаться. Конь мой железный, очень надеюсь, выдержит. Ему тяжело. Вот в такие штуки приходится забираться на первой передаче. Спасибо, машинка. Ты мне подарила столько впечатлений, как ни одна другая машина до этого. Обалдеть. Едем дальше. У-у-у! Машина не тянет, вообще сдыхает прям на раз-два. Единственное, что возможно, это только движение на первой передаче. Вторая передача уже никак, все. Переключаешься на вторую, машина тут же скисает и все. И здесь постоянно ездят вот такие вот поливальные машины, которые поливают дорогу для того, чтобы, видимо, не летела пыль. Видимо, в этих условиях пыль как-то не очень хорошо. В любом случае. А посмотрите, какой вид туда открывается назад. Обалдеть можно, тут просто нереальные красоты. Я в таких местах еще не был никогда. Первый раз в жизни я забираюсь вот на такой вот перевал, в такой дикой местности. Я был в горах на Кипре, и там тоже по серпантину двигался. Был в Сочах, двигался по серпантину. Потом здесь, в Казахстане, двигался по серпантину. Но вот настолько крутого подъема и настолько диких мест и грунтовой дороги я еще никогда не встретил. Юху! Вы все сами видели. Заехал я вот на такую штуку вот для убегающих, так сказать, машин, потому что там дальше еще подъем. То есть это не самая высокая точка. Это просто всего лишь один из перевалов. Так называемый Сары-Мойнок перевал. Вон там стоит знак. Слушайте, здесь холодно, надо было кофту одеть. Прям реально здесь холодно. Я никогда еще не был в жизни на такой высоте. Предыдущая моя самая высокая высота — это был Шимбулак в Алматы. Сколько там? 2850 метров над уровнем моря. Вот! Вот они, новые высоты. Посмотрите-ка. Здесь синим по желтому написано 3442 метра. Сары-Мойнок Ашусу. Видимо, это означает перевал Сары-Мойнок. И самое главное, что туда дальше дорога опять выше поднимается. То есть высота будет еще выше. А вон там, посмотрите. Весь вот этот снег, уже такое ощущение, что как будто бы вот он прям совсем где-то рядом. Фу, я тут пробежался буквально чуть-чуть и уже запыхался. Крутяк неимоверный!
Обалдеть! Здесь обалдительное место. Здесь нет никого. Здесь такая сумасшедшая круговая панорама. Давайте я ее сделаю вот такую вот. Говорил, дорога дальше поднимается вверх. То есть это не самая верхняя точка получается этой дороги. Дальше будет точка еще выше. Пока я ехал вверх, этого не было видно. А когда едешь вниз, видно, что вон там, вот на той горе, есть тропинка на самый верх. И, наверное, оттуда наверняка ведь ничего вокруг не видно. И идти туда совершенно не стоит, как вы думаете? Видите, вон там речушка течет. Вроде ничего особенного. А какой звук от нее, прям отражается от скал. И сюда приносит мощенный такой звук. Там, наверное, рядом с ней вообще очень шумно. Такая вон дорога идет. Вот высокая точка перевала. И дальше серпантин на спуск. Надо дойти вот туда. И оттуда посмотреть на серпантин. И на ту долину реки Барскаон. Так она, по-моему, называется. Здесь вот на склоне кто-то сердечко из камней выложил. Надо и мне тоже руку приложить. В основание, так сказать, сердечко приложил странный дядька свои камушки. Ну и вот. Оказывается, чтобы заглянуть туда на речку, нужно идти до следующей вершины. А вот серпантин, вон здесь уже видно. Петляет дорога. Я уже запыхался. Туда далеко идти. Надеюсь, у меня там машина не укатится назад. Ручник ее удержит. Вроде я ручник регулировал. Все с ним было хорошо. Фух. Обалдеть. Какая красота. Неземная просто красота. Вот там, смотрите, какой пятачок. Видно вам или нет? Вот такая каменная осыпь. Сверху как воронка. А там такой пятачок. Как будто вот все ссыпается. Плоская штука лежит. И потом, пересыпаясь, ссыпается дальше. Огромные, высоченные скалы. И с этой стороны тоже все такое. Эгегей. А здесь уже солнце уже за гору спряталось. Ну, потому что время уже там сколько? 5 с копейками. А там еще туда, в долину, солнце еще светит. Блин, ну этой камерой это все бесполезно снимать. Тут вон чьи-то норы, смотрите, такие прям внушительных размеров норы. Сурки, наверное, какие-нибудь. Или какие-нибудь байбаки. Что-то мне туда страшно подходить. К краю. Там вон дальше, в самом низу, едет огромная фура. И выглядит она отсюда малюсенькой. Расстояние по прямой здесь, наверное, километра 3, я думаю, а может 4. Обалдеть. Ну что, дойти еще туда? Может, оттуда можно будет глянуть как надо. Вот тут иногда начинает стучать, так сказать, поганенькая мысль в затылок. Вот ты тут одинешенек,
связи нет, никто не знает, где ты, и никто, более того, не знает даже того, что ты сюда поехал. Упадешь здесь, подвернешь ногу, и тю-тю. Или змея какая-нибудь тебя укусит. Или суслик в нору утащит. Они же такие соберутся грядкой. И все. И тю-тю. Но с другой стороны, а как иначе? Как жить, если не путешествовать? Ведь интересно же. Я же мог просто мимо проехать на машине и не обратить никакого внимания. Но это же было бы не спортивно. Фух, вот смотрите, какая нора. Ничего себе, там такие друзья живут. Вон какой. Туда, блин, голову можно засунуть. Они прям серьезные тут зверята живут, большие. Фу. А здесь перевалил через горку, и еще дальше надо идти. И машину уже даже не видно. Вот интересно, вот там наверху стоит какая-то белая будка. И интересно, что это такое и как она там оказалась. Фух, я запыхался. Плохо быть старым, толстым и больным. По возможности избегайте этого. Я иду и думаю, трава хрустит. А трава замерзшая. Прям реально. Она холодная, на ней иней, она подмороженная. Вот это тот самый вид, ради которого я сюда перся. Здесь вон видно практически весь серпантин и всю эту дорогу, уходящую туда за поворот. Вон спуск, петляющий. Там две речки сливаются в кучу. Брошенная, видимо, какая-то застава. И вдоль реки Барскаон дорога уходит туда дальше. А вот с той стороны тоже спускается река. И там вот наверху тоже есть какое-то плато. И, наверное, вот та избушка, которая там сидит, она жилая. Это, видимо, какая-то туристическая избушка. На то плато, могу поспорить, есть туристический маршрут обязательно. Потому что место там шикарное. И я бы, наверное, туда дошел бы. Но что-то нет. Не сегодня, не в этот раз. В общем, вот, если вы будете в этих краях, и у вас будет возможность сюда доехать, я вам рекомендую. Вживую здесь все выглядит просто реально нереально. Шикарно, шикардосно. Здесь просто захватывает дух. Если верить карте, то вот дальше, смотрите, опять начинается серпантин. И опять будет очередной перевал. И дальше еще один серпантин. И еще один серпантин. Ну, правда, надеюсь, что вот те серпантины уже вниз. Потому что на 4000 метров забираться это уже будет... Хотя, кто его знает, может быть и вверх все лезет. Посмотрим, короче. Ну, это очень круто. Меня все обгоняют и обгоняют. Даже немножко обидно как-то. Но машина у меня, к сожалению, вот такая, какая есть. Прекрасный вот знак, многообещающий. Внимание, лавины, протяженность участка 300 метров. Ну окей. 300 метров надо ехать чуть-чуть побыстрее. Точно, смотрите, серпантин пошел еще выше. Как я и придумывал себе, что мы поедем еще выше. И я еще выше сегодня заберусь.
3408 метров над уровнем моря. Если не врет GPS. А GPS, наверное, врет, потому что мы же ехали сюда выше, чем там. Там было 3442. Как здесь может быть 3400, если здесь гораздо выше, чем там? А? Объясните мне, пожалуйста. Судя по всему, там дальше дорога пошла на спуск. Ну и это, друзья мои, еще не все. Это только чуть-чуть спуска. Потому что дальше дорога опять идет серпантином вверх. Вон туда вон. И вон там, вон на самом верху, видите, на самом-самом верху видны опоры электрические. И прямо под этой опорой вон ползет КамАЗ. То есть подняться еще вон туда вот. А там, я не знаю, какая высота. Но визуально это еще метров 300, а может даже и 400. Относительно вот здесь, с которых мы поднялись. Ну вообще крутяк. Конечно, мне туда надо. Естественно, я туда поеду. Ну вот чуть меня грейдер не убил. Нагрейдерил там бортик. Если бы не задудел, ну я бы, наверное, успел среагировать. Я же в гору еду и не слишком быстро. Но прям, чувак, прям обижен надудел. Ну ничего, бывает. Главное, что все обошлось. Вон какие скалы, какие адские осыпи. Вон там, смотрите, вон она, серпантинина. Сейчас уже был момент, когда после очередного поворота мне уже было не влезть в гору. Машина на первой передаче даже не хотела ехать. Пришлось откатиться назад. Ну и вот вы сами все видели. Вон стоит очередной знак, на котором написано Барской Ашуусу 3819 метров над уровнем моря. Вот это моя очередная самая высокая высота в жизни. Буквально часа не прошло от предыдущих 3442 метров, как я уже здесь на 3819 метрах над уровнем моря. И посмотрите, какой отсюда шикарный вид. Вот туда, откуда мы с вами сейчас только что вместе на моей машинке-пупырке поднялись. Фу! Посмотрите, какая здесь
Потрясная красота. Обалдеть можно. Five minutes later. Я тормознулся визуально с самой высокой точки вот этой вот долины. У нее наверняка есть название, но поскольку интернета здесь нет, название я посмотреть не могу, а так я не помню. Ну, вернее, визуально самая высокая точка вон там, чуть дальше, метров 30 впереди. Но оттуда уже не будет видно второго озера. А озер здесь два. Вон там одно озеро. И вот здесь озеро. Огромное, большущее, ледниковое. Еще буквально вчера я вот из Сыккуля смотрел на снежные шапки в горах и думал, как бы было бы здорово туда подняться на ту высоту. А тут, пожалуйста, вон уже ледник, уже считай, практически на одном уровне со мной. Туда уже, в принципе, можно дойти. А если туда посмотреть, то субъективно кажется, что там снег даже ниже уровня, на котором я сейчас нахожусь. Здесь умопомрачительно. Умопомрачительно круто от осознания того, что я забрался на такую высоту. Вот на таком вот, извините за выражение, пердунге. Пупырка бедный. Он уже и так, и сяк, и выдыхался. И уже не мог тронуться с первой передачи. Мне с одного подъема пришлось откатываться назад, чтобы чуть-чуть откатиться, так сказать. Был у него чуть-чуть разгон. После этого воткнуться на первую передачу, успеть разогнаться. И только после этого я забрался в тот один подъем. Я не знаю, куда дорога ведет. Карты у меня нет, а на карте оффлайновой как-то это невнятно обозначено. Она куда-то туда уходит и там где-то кончается. Вероятно, там какие-то рудники, что-то там, наверное, добывают очень ценное. И поэтому туда дорога идет. Потому что, по идее, вот в ту сторону там только горы и Китай за горами. А в ту сторону тоже только горы и Китай, только чуть дальше. 5 minutes later. Продолжил я все-таки движение по вот той вот грунтовой дороге, которая все дальше и дальше поднимается в горы. Вон там позади осталась вот эта плата. Посмотрите, насколько оно уже ниже. И я уже добрался до снегов. Пожалуйста. Я настолько высоко в горах, что здесь до сих пор лежит снег. Он пролежал здесь все лето, и сейчас сентябрь, и вот он все еще лежит. Он явно не свежий, потому что плотный и подтаявший. Дорога еще дальше идет, но она уже становится такой опасненькой. Встречаются промоины и встречаются большие камни. Ну, по крайней мере, вот туда, за перевал, я еще загляну. Так вот, и еще одно обновление самой высокой высоты в моей жизни. Вот здесь на карте отмечен мемориал. Стоит камень, я не знаю, что это за камень, но там помечена высота 4013 метров. Итого, в сегодняшней поездке мой дорогой любимый автомобиль Пупырка завез меня в горы на уровень вечных снегов на высоту 4000 метров, 4013 метров над уровнем моря. Но здесь навстречу попалась мне Нива, видимо, с местными жителями. Там же дальше есть какой-то населенный пункт. Они прям чуть не из окон повылазили на меня посмотреть, вот на такого. Видимо, не часто здесь такие, как я, бывают. Так. Мемориал. У него лицевая сторона получается с той, видимо, стороны. Здесь просто камень. А здесь что-то должно быть написано. Калча-Уулу, Кадырдын, 1916. Ну, к сожалению, я кыргызского не знаю. Все, кто знает кыргызский или может перевести, пожалуйста, пишите в комментариях,
Что это за мемориал? 4013 метров над уровнем моря. Пожалуйста, снег лежит. Обалдеть! Фу, проеду еще чуть-чуть. Дальше пока ехать можно. Пока проезжабельно. Ну и потом буду поворачивать назад, ехать обратно, потому что время уже поджимает. Часа через 3 будет темно. Хотелось бы к этому времени уже вернуться туда, к водопадам. Здесь даже как-то вот, я не знаю, страшненько немножко. Обалдеть! Движемся дальше. Все, опять в этом месте машине не тронуться в горку. Первая передача не тянет и все. Даже когда даешь много газа, она потом задыхается и все. Не, вроде вытянула. Сцепление поджег, но вытянул. Фу! Машинка-то дохлая, конечно, у меня. Машинку надо помощнее. Полноприводную, да с понижаечкой. Тогда здесь, конечно, можно будет кататься. А здесь, смотрите, какой-то разлив. Что-то течет. И вон стоит табличка, на которой написано «Счастье есть». И мужик какой-то на машине. Здесь вон, смотрите, горный козел. Там снежный барс, похоже. И все вот это вот, видимо, и есть перевал. И после него начинается тот самый спуск вниз на ту сторону этих гор. Ну, крутяк вообще. Пойду снимусь на фоне таблички. Ну вот. Утверждают, что счастье есть. Ну, наверняка ведь точно есть. Здравствуйте! Ну и как, счастье есть? Ну, отлично. Это правильно, это самое важное. А это, получается, самая высокая точка, да? Ну да, дальше ниже. Ну, я не знаю, насколько, если там уехать на 7 километров вперед, но в ближайшем окружении, да. Ну, понятно. Туда вперед, я так понимаю, что если только в Китай упереться. Ну, туда далековато и вас не пропустят, потому что... Ну да. Ну да. Да. Вы думали доехать до чего-то далеко? Ну вот. Там все похоже. Спускается вниз. Километров через 40 есть населенный пункт. Дальше там ответвление. Но не поеду я в Нарын, потому что до Нарына здесь, извините, километров 300. Я, конечно, доеду по грунтовке, если она вот такая вот. Не будет, если хуже. Но только что мне делать в Нарыне? Не знаю, может, конечно, стоит прокатиться куда-нибудь, заглянуть за поворот. Каждый раз, когда ты вот так вот едешь в горах, каждый раз после каждой вот такой вот горки всегда хочется доехать до следующего поворота, посмотреть, что там за ним, за следующим поворотом. А потом ты доезжаешь до следующего поворота, и опять хочется посмотреть, что там дальше. И так можно ехать бесконечно. Ладно, попробуй проехать еще чуть-чуть. Ну вот пока я сидел и тут разглядывал карту, туда дорога, куда дальше уходит. Здесь на стекло начал капать снег. Ну не капать, а падать. К такому развитию событий я не готов, потому что резина у меня мало того, что летняя, так еще и лысая. Понятно, что здесь все это сразу же не замерзнет, но если сейчас сыпанет прям, например, то будет как бы не очень смешно. Поэтому, пожалуй, доехал я до таблички «Счастье есть». Доехал я до момента, до самой высокой точки, когда дальше все идет только вниз. Там дальше дорога есть до китайской границы, и потом вдоль границы она выходит и обратно выходит в Нарын. Ну, вряд ли туда пустят, потому что пограничная территория. Ну и плюс ко всему эта дорога там постоянно петляет, пересекает границу. Да и ехать туда нет никакого смысла, потому что зачем? На этом, пожалуй, все. Поеду я обратно к озеру Иссык-Куль. Так сказать, туда, где потеплее, где снег не идет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий, решились бы вы сами на такую поездку или нет.
Поддержите канал материально, если такие желания и возможности у вас присутствуют. Если нету, ну, тогда, значит, лайк, комментарий. Поделитесь этим видео у себя в соцсетях, расскажите всем своим друзьям, подпишите мышку, жучку и всех. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Обязательно путешествуйте. Путешествия продлевают жизнь. На сегодня все. Пока. Поеду я обратно. Пожелаем ребятам приятного аппетита, а меня ждет длинный спуск вниз.